Всем привет на нашем канале! Сегодня мы расскажем о лучшем пляже Марокко, входящем в топ красивейших пляжей мира, куда можно съездить на экскурсию либо добраться самостоятельно. Также мы посетим несколько интереснейших мест, куда редко заглядывают туристы. Стартуем из нашего отеля в Агадире в 10 утра и направляемся на юг. Пляж Ликзира находится в 160 километрах от Агадира, неподалеку от приморского городка Сиди-Ифни. В пути примерно 3 часа с короткими остановками. Мы нашли в группе в Telegram попутчика, довольно давно живущего в Марокко и имеющего опыт вождения здесь. Он тоже хотел посетить Ликзиру, и мы вместе арендовали авто. По дороге узнали много интересного о стране и марокканцах. Получилась целая экскурсия на весь день. Сейчас мы проезжаем поселок Зауи-Маса. Он расположен рядом с рекой. Здесь много зелени и ведется активное сельское хозяйство. Обратите внимание, что хотя это и деревня по нашим меркам, но весьма ухоженная, с симпатичной прогулочной зоной, с лавочками и пальмами. Оазисы в Африке, конечно, очень красивые, но основная часть дороги до Ликзира – это каменистая красноватая пустыня и полупустыня с чахлыми растениями. Но говорят, когда дождь смывает эту пыль, оказывается, что они на самом деле зеленые. Ой, это мы сейчас тут видели, какая-то хищная птица несла мышь в руках, вот прям перед нами, вот очень близко-близко, мы прям обалдели. Кабана огромного здесь видели. Кабана? Да. Прям с клыками такой. Я в Турции видел, но маленьких. А здесь прям он, ну такой, не знаю, тяжело представить в килограммах, но мне кажется, килограмм 50 он, наверное, весил. Прям такая здоровая собака. Очень легко встретить какой-нибудь мопед, который разворачивается посреди дороги. Или что-то такое. Как устроена система доноса информации? Все происходит через мечети. То есть имамам говорят какую-нибудь новость, например, вот, когда землетрясение было, собирали гуманитарную помощь. То есть это распространяют через мечети, потом, но не как бы инициатор, не там, верховный имам какой-то, а это от государства идет. Государству нужно собрать гуманитарную помощь, оно идет в мечеть, и об этом все узнают. Поэтому в том числе нельзя пропускать молитвы, потому что помимо молитвы ты пропустишь еще и вообще информацию. Ну а мы приближаемся к первой остановке. У аквапарка сворачиваем к пляжу Аглоу. Здесь большая рыбацкая деревня, есть свой рыбный рынок. Такие поселения или просто группы домов встречаются по всему африканскому побережью Марокко, и их видно со спутника. Интересно, что рыбацкие жилища – это пещеры, вырытые прямо в океанском берегу. Некоторые из них сдаются непритязательным туристам. Для более притязательных на противоположной части пляжа имеются современные отели с ресторанами и аквапарками, один из которых мы только что проезжали. Причем отдыхают в дорогих отелях в основном сами марокканцы, которых в сезон больше, чем европейцев. Океан, как всегда, хорош. Еще и туман такой красивый образовался. Вторая остановка – пустынный внесезон пляж Эмин-Турга. Здесь нет рыбацких хижин, и поэтому почти нет мусора. Только океан, песок и скалы. Красиво? Такой твердый, гладкий песок.
нашел пещеру. О, пещера такая. Обалдеть. Ну, это жилая пещера, тут человеки были. Правда. Да, он написали всякого. Вау, красота. Ее полностью, наверное, затапливает в прилив. В отлив сюда можно зайти. Ты берешь человека, желательно марокканца, и едешь, подъезжаешь к каждому дому, у консьержа спрашиваешь и говоришь, есть у вас квартира? И вот таким образом можно найти себе квартиру. И мне как бы По сказали, старинке прям. Да, я был очень удивлен, но так оно и работает. Так, слушайте, тут вы в Исуэру, когда въезжали, не видели? На въезде в город вот прямая дорога, по которой стоит 20 человек и ключами вот так трясет, когда ты заезжаешь. Не, что-то не. То есть они вот и марокканцам, и всем приезжим сдают так квартиры, как будто это Геленджик 2005 года, я не знаю. И вот она, парковка у долгожданного пляжа Лекзира. Цена, кстати, 20 дирхам или 2 евро. И хоть ночуй в машине. Здесь уже заметно, что место довольно туристическое. Ну и чувствуется простор. Широченная песчаная полоса, а огромнейшая арка, до которой идти примерно километр. Интересно, что все пляжи Марокко немного разные. Этот, к примеру, весь усыпан огромными булыжниками, которые приходится обходить. И чем ближе к арке, тем их больше. Проходим первую арку от Лезгира. Марокканцы, конечно же, устроили тут шалман. Это тоже такой забавный домик чей-то среди камней. Мусор, конечно, тоже есть, но здесь пока его умеренное количество. В некоторых местах. Может быть, сверху бросают. Арка мне показалась очень огромной, красивой, но опасная, поскольку от нее отваливаются большие волны. Достаточно крепко держатся камушки. В общем, кажется, что они хрупкие. Ну, в общем-то, все как... О, видите? То есть, как бы эта стена, она постепенно разрушается. Возможно, даже это опасно. Здесь гулять может обвалиться на голову. Такая крошащаяся структура. А это остатки огромной арки, которую смыло в 2016 году. Вот так она выглядела раньше. За аркой песок заканчивается, и начинается вот такой строительный карьер. Огромные булыжники. Поэтому, кто сюда собирается, берите удобную обувь. Никаких сланцев. Опять чей-то домик. Очень интересное геологическое образование. На монолитной скале лежит какой-то кусок песчаника, как будто с краплениями камней, как будто это вот искусственный какой-то залитый бетон. Может, так оно и есть.
камень, чтобы снять для вас контент. Камень весь покрыт морскими желудями, морской травой, мелкими мидиями. Травушки атлантические. Паш весь черный. Эти куски, видимо, когда-то давно отвалились от арки. Упали и слились обрасти морскими животными. В общем, Ликзира очень понравилось. Действительно красивое место, хотя и очень туристическое, несмотря на удаленность. Сюда постоянно возят экскурсии, снуют туда-сюда квадроциклы, гуляют марокканцы с верблюдами, есть отели, рестораны и прочая инфраструктура. Для любителей приватности дальше по берегу есть и другие арки и пляжи, к которым подъехать уже сложнее, нужно идти пешком. Мы бы с удовольствием прогулялись, нас ждет обратный путь и другая локация. Не, ну вчера по трассе там хорошо он гнал, а до этого ехали когда до Эссуэйры. Он еле-еле полз просто Ну, это там. большая редкость, еле едущий автобус, я обычно их на трассе догнать не могу. Ну не то, что догнать не могу, но в смысле они прям едут быстрее, чем большинство легковушек. Ну, Вообще меня марокканцы удивили своей спокойностью на дорогах. То есть я думал, что они здесь ездят как на Кавказе примерно у нас. Но ну побибикать любят в Маракеше особенно, да. Но, кстати, здесь Тут поспокойнее, кстати. здесь бибиканье еще очень сильно отличается от того, к чему мы в России, например, привыкли. У нас те сигналят, это определенный акт агрессии. Ну, понятно, да. А у них это такое, типа, предупреждение, Да. вот такое, типа. гораздо более миролюбивое. Ну да. Когда мы там были, мы там встретили, наверное, одних европейцев, а все остальные марокканцы, внутренние туристы. И это наверх дорога в горах, она идет к горному озеру на высоте 2 с копейками километра. И никто из марокканцев не идет по этой новой хорошей дороге, они идут шорткатами наискосок, ну как бы, вот серпантин вот так, а они по прямой. Мы сначала такие, ну, наверное, так быстрее, короче, раз все так ходят. Мы попробовали идти за ними, чуть не попереломали себе ноги, поняли, что это какая-то как бы дурацкая идея. Дальше пошли мы по плитке, и мы поняли, что мы даже идем, но мы чуть-чуть от них отстаем, то есть вот с кем мы расходимся одновременно, они пошли коротким путем, мы длинным. Как мы заканчиваем по серпантину, примерно так же и они проходят. Но вот они вообще не принимают эти новые какие-то хорошие дороги, им надо лезть наискосок. На обед заехали в уникальное место – базу парапланеристов с отелем и рестораном. С горы открываются роскошные виды на океан и марокканские марсианские пейзажи. Те, кто не летает, могут понаблюдать за парапланами из ресторана за очень хорошим тажином из осьминога. Ну а нам пора в аэропорт Агадира, откуда мы вылетаем на Тенерифе. Отдельное спасибо Максу за классную поездку. Благодаря ему шансов опоздать на самолет у нас не было. Ставьте лайки и смотрите следующее видео.